Здравствуйте! Видео снято для канала Exist.ua. Автомобиль BMW 320D в кузове E46, 2-литровый дизель, 2001 год. Вот. Будем менять масло в механической коробке переключения передач. Для этого мы купили вот такое масло. Заказали такое масло на сайте Exist.ua. Вот. Торговой марки Fuchs. Называется масло Fuchs Titan. Специально для механических коробок передач. Вот. Здесь его объем 1 литр. Вот здесь всякие спецификации. Это масло сертифицировано для использования в автомобилях BMW. В частности и в этом автомобиле. То есть вот вы можете видеть допуски. Разнообразные допуски BMW. Вот. То есть оно нам в принципе для того, чтобы подходит. Слить старое масло и залить новое, нам нужно, например, яма, как у меня, или подъемник, или поддомкрачивая, я думаю, будет не сильно удобно, но все же возможно. То есть яма, залазим в яму, будем смотреть, что там у нас. Мы уже в яме. Проходим до коробки. Вот здесь находится наша коробка передач. На подушках, вот ее видно. Она чуть в масле, где-то был подтек. Вот. Итак, сливной болт вот этот вот. Это сливной. С этой стороны там нам ничего не нужно. Заливной вот с этой стороны, вот он. То есть заливной с правой стороны по ходу движения автомобиля. Ну, а сливной по центру внизу. Тут, насколько я вижу, болты на 17. Обычные, накидные, рожковые. Ну, какой у вас есть. Такими можно. В принципе, тут удобно в любом случае. Сейчас возьму ключ, будем откручивать. Полилось наше старое масло. Такое оно уже темное. Ну, в принципе, быстро сливается. Тут его литр плюс-минус 100 грамм. То есть, в принципе, долго ждать не придется, но все равно нужно оставить открытым это отверстие на минут 10-20 для того, чтобы как можно больше количество масла слить с коробки. Ну, старого масла отработанного. В принципе, практически слилось наше все масло. Пока что можно открутить нашу заливную пробку. Вот она. Я ее уже сдернул, так сказать. Теперь вручную она нормально крутится. Головка на 17. Рожковым, может, было бы удобнее, если бы оно не так сильно прикисло. Вот такая вот пробочка. То есть головкой, в принципе, мне удобнее. Вот это у нас заливная пробка. А вот у нас сливная пробка. Они, в принципе, если не одинаковые, то очень похожи. Я ее чуть почистил. Так, это пробка у нас от сливного отверстия. Вот так заливала. Ну, сейчас еще подождем чуть-чуть. Для заливки нового масла вот соорудил такое сооружение. Берем какую-то шлангу, трубку. Вот у меня есть силиконовая шланга. Я ее завел вот между двигателем и стаканом вот этим. Тут есть такое место, как раз оно попадает где-то в ту область до коробки. То есть шлангу заводим туда, в шлангу вставляем какую-то лейку. Вот так. Я пока что прицепил здесь. И эту шлангу потом ставим в заливное отверстие коробки. И таким образом будем заливать масло. Ну, в принципе, по идее, нужно, конечно, специальный инструмент, но у меня его нет. Поэтому будем делать как-то так. Мы опять под машиной. Прошло около 15 минут. Я думаю, достаточно сливать масло. Нашу пробку
сливного отверстия можно закрутить. Вот. Осторожно, попадаем по резьбе. И закрутил пробку. Насколько это было возможно. Достаточно сильно закрутил. Итак, вот теперь у нас наша шланочка, вот, что я говорил сверху. Вот мы ее ставили вот так в коробку. Естественно, тут ее поднимаем вверх, для того, чтобы масло могло прямо током затекать прямо в коробку. Вот. Все. Ну, тут чуть перегнулось, но я думаю, ничего страшного не будет. Вот. Все, теперь идем вверх заливать наше новое масло. Вот, кстати, наше старое отработанное масло, как видите, темное, ближе к черному цвету, темно-коричневое. Новое масло, ну как сказать, прозрачно, оливкового цвета, все как положено. Вот наше приспособление, лейка, наше масло. Осторожно, не спеша, наливаем масло. Почему не спеша? Потому что эта система чуть не такая, как положено. А воздуху-то нужно откуда-то выходить, поэтому масло будет не сильно быстро выходить. Вы видите, масло светлого цвета, такого прозрачного практически. Уже уходит. Так заливаем, в принципе, всю банку. Вот уже залили всю нашу литровую банку. Для того, чтобы полностью залить масло, нам нужно проверить. Вот так вставляем палец и смотрим на палец сразу. На пальце должно быть сразу масло. То есть не заводя палец глубоко внутрь, оно должно быть по отверстию заливной пробки. Вот я, в принципе, чуть-чуть наклонил палец, ну вот так вот, и он уже дотронулся до масла. То есть, в принципе, масло уровень, можно закручивать заливную пробку вот эту вот. Вот так. Вот все уже закрутил. Вот наша заливная пробка. Тоже закрутил. Ну, здесь вокруг желательно протереть все от масла, которое мы пролили. Для того, чтобы смотреть, вдруг где-то не дожали или еще по каким-то причинам будет потекать масло, то придется там или менять болт или что-то еще. Так, ну я все зажал. Вот сливной зажат. Заливной зажат, масло уже залито. Масло все залили, все закрутили. Можно кататься. Для себя отмечаем, наверное, дату. Там не по пробегу, по рекомендациям, по регламенту. Говорят, что нужно менять масло в механической коробке передач один раз в 5 лет. То есть отмечаем себе дату, и через 5 лет нужно будет снова менять масло. Все, всем спасибо за просмотр.